Это один из самых престижных районов Лимассола. Самая большая кухня в частном доме. Надо брать. Я в Агиос Тихонос. Это один из самых престижных районов Лимассола. И сегодня мы посмотрим не просто дом, а целый комплекс из 2 вилл, который находится на участке почти 2000 квадратных метров. Здесь все продумано до мелочей. Детали восхищают, а масштаб просто поражает. Будет реально интересно. Давайте посмотрим. Какая массивная дверь. Вход прям как какой-то средневековый замок. На первом этаже спален нет, но зато здесь множество зон для общения, отдыха и работы. Посмотрите, какой огромный living-room. Но здесь, если не в мини-футбол играть, то в настольный теннис точно. Никто и ничто вам не помешает этого сделать. Но вот нынешние хозяева обустроили здесь себе такую духовную комнату. Из нее мы выходим сразу в какой-то сказочный и очень гармоничный офис с панорамными окнами. Посмотрите, хорошая добротная мебель, явно сделана из дорогих пород дерева. Здесь какая-то особенная умиротворенная атмосфера. Вот реально в таком месте хочется творить, работать, созидать. И вообще, если честно, я сейчас себя чувствую, знаете, как в студии звукозаписи, потому что я даже слышу биение своего сердца. Вот настолько здесь мощная звукоизоляция вот с этими мощными стеклопакетами. Посмотрите, какая массивная люстра. Даже не уверен, современная ли она. Возможно, это кусочек какого-то антиквариата. Здесь буквально 1000 кусочков вот этого дерева, спрессованные, отшлифованные и обрамленные. Ну, не удивлюсь, если какой-то ценный металл. Не, ну действительно, меня не оставляет ощущение, что я нахожусь не в частном доме, а в каком-то таком средневековом замке. Друзья, вам честно скажу, это самая большая кухня в частном доме, которую я видел за всю свою жизнь. Каких-то нереальных размеров островок, вот он мне как раз и напоминает такой огромный средневековый рыцарский стол, за которыми сядут рыцари-тамплиеры, какие-то масоны в своих плащах. И дело даже не только в красоте, дело не только в визуале, но она оснащена по последнему слову техники. Мало того, что здесь датчики дыма, здесь еще и датчики огня есть. Посмотрите, какая вытяжка. Это при всем при том, что высота потолков здесь 3,5 метра. Мелочь, но приятно. Даже кран с питьевой водой. То есть я так предполагаю, что здесь точно... Хотел сказать, точно есть фильтр. А здесь не просто фильтр, а здесь обратный осмос. Вот кто из вас не знает, что такое система обратный осмос, вода получается почти как у космонавтов. Блин, мы в кафе такое ставили за 5000 евро. Я тебе серьезно говорю. Вот точь-точь за 5000 евро мы в кафе поставили. А здесь частный дом. Надо брать. А если вы тоже хотите наслаждаться качественной водой, мои друзья из компании Рупель устанавливают фильтры. И это, кстати, не реклама, а искренняя рекомендация. Ссылочка со скидкой в описании. Пользуйтесь. Друзья, ну вы же понимаете, когда продаются такие дорогие дома с большим бюджетом, обычно в эту стоимость входит все. Мебель, оборудование. И этот дом не стал исключением. Но самое главное отличие этого дома от других, он не просто продается со всей техникой, со всей мебелью, он продается со всеми аксессуарами. Вот все люстры, какие-то лампочки, полочки, они тоже стоят немаленьких денег, они все включены в эту стоимость. То есть ничего из этого дома не будет убрано. Вот, кстати, вы потом можете сохранить наше видео. Если вы станете счастливым обладателем этого дома, сравните это видео с тем, что вы получите. Разницы никакой не почувствуете. Ну что, я спускаюсь на нижний уровень, и у меня язык не повернется назвать его подвалом. Но согласитесь, какой же это
подвал. Правильное и более корректное выражение – это цокольный этаж. Посмотрите, здесь есть паркет, здесь есть подогрев пола. Все та же система VRV, система «Умный дом». Обычно такие уровни отдаются по технические нужды. И да, здесь тоже все это есть, и серверная, и лаундри. Но более половины пространства здесь отдано под отдых и под развлечения. Здесь есть комната, где вы можете поставить огромный бильярдный стол, комната для массажа и даже настоящая чайная комната. Не, ну здесь, знаешь, такую зарядочку можно здесь, пробежечки делать. Реально дом, в котором можно заблудиться. И каждый найдет какой-то свой отдельный угол. Вот. Не просто комната для домашнего кинотеатра. Это есть настоящий домашний кинотеатр с аудиосистемой, с правильным светом. И даже вот только сейчас, говоря вам, я обратил внимание, здесь нет эха. То есть стены, по всей видимости, отделаны каким-то специальным материалом для лучшей звукоизоляции, поглощения звука. На втором этаже всего 3 спальни, но они действительно большие. А вообще на Кипре спальни маленькие, поэтому иметь столько пространства – это настоящий кайф. Меня удивила главная спальня, потому что она сделана как маленькая квартира внутри большого дома. Своя огромная гардеробная, это вообще как небольшая студия в многоквартирном доме. Ну и главная спальня. Мне очень нравятся высокие потолки, здесь они 3,5 метра. Подогрев пола и приточно-вытяжная вентиляция. То есть та же VRV. И, кстати, не часто на Кипре встретишь двухкамерные окна с 3 стеклами. То есть эти стекла не просто защищают вас от жары летом, но и от звука. Они звукопоглощающие. А главная ванная комната – это вообще необычное помещение, это целый спа-центр с отдельной душевой кабиной, хотя даже душевой кабиной неправильно назвать, потому что она никак не отгорожена перегородками, как в лучших европейских отелях. Выполнена она в очень мягких, приятным глазу тонах и с настоящим джакузи. И то самое сакральное место, вот что я особенно люблю, оно отделено от главного помещения. И посмотрите, подогреваемые сушилки для полотенец не просто регулируются кнопочкой «включил-выключил», они регулируются через ту самую систему «Умный дом». Далее у нас находятся 2 детские комнаты, у каждой свой отдельный санузел и гардеробная. Я, конечно, вспоминаю свою детскую комнату, где мы теснились с сестрой. Конечно, наша детская комната была как здесь отдельная гардеробная. Ну и абсолютно не важен возраст ваших детей. Здесь будет комфортно любому, хоть малышу с его бесконечным количеством игрушек. Ну и для взрослых подростков, где они могут разложить все свои учебники, ноутбук, компьютер и все что угодно. Одену все-таки очки, потому что на солнце я все еще щурюсь. Итак, комплекс расположен на 3 уровнях. На верхнем уровне расположен главный дом. Здесь, как вы видите, есть большая терраса, сад, детская площадка, крытая веранда и, самое главное, взрослый сад. Но не мечтали огородника, согласитесь, когда у тебя не маленькие кустики, а уже такие сформировавшиеся мощные деревья. Ну и что также очень важно, здесь находится своя артезианская скважина. То есть это не просто практично, но еще и экономично, поскольку вам не будут приходить бешеные счета за орошение сада. Ну что, мы спускаемся на средний уровень, и здесь моему взору предстает настоящая мечта огородника, дачника. Это классический в нашем понимании огород, либо, как называет еще мой папа, фазенда. Я смотрю, насыпали они сюда качественный чернозем.
И это место, где возможный покупатель этого дома сможет обустроить себе грядочки, покопаться в земле, посадить огурчики, помидорчики, морковочку. Вот посмотрите, здесь помидорчики есть, огурчики, морковочка, сладкий перец. Вот что такое экзотический огород, да? И даже вот алоэ веру посадили. Ну, видимо, люди здесь особое внимание уделяют лекарственным травам. И у этого уровня, кстати, есть довольно-таки практическое применение. Дело в том, что люди, которые живут сейчас в этом доме, не любят купаться в бассейне, они любят купаться в море. Но если вы захотите, а я думаю, что 99% захотят здесь вырыть бассейн, вы сможете это сделать. И причем не маленькие. Вот по моим оценкам, это метров 15 на 5, совершенно свободно. А вот в этой части можно будет даже сделать такой перелив, сделать инфинити бассейн с водопадом, потому что есть небольшой перепад высоты. И вот посмотрите, даже предусмотрели такие выходы в доме, это, видимо, несущие балки для того, что если вы захотите построить такую перголу, либо террасу, либо над бассейном, либо перед бассейном сделать здесь такую некую зону отдыха. Ну что, мы с вами пришли во второй дом. И если вы думаете, что он является неким дополнением, придатком к основному дому, то вы ошибаетесь. Это абсолютно полноценный и автономный дом, в котором могут жить ваши друзья, родственники, родители, теща. Ну почему бы и нет? Здесь есть все необходимое для жизни. Полностью оборудованная итальянская кухня. Высокие потолки, система VRV, система «Умный дом» и даже подогрев пола. А также отдельный этаж с 3 саунами и техническим помещением. Итак, этот дом подойдет для тех, кто хочет переехать хоть завтра и иметь все под рукой. Здесь есть масса помещений для любых занятий, а также жилые зоны для друзей, либо для персонала. Видно, что в дом вложили множество идей, сил и, главное, душу. Ведь дом строился с любовью и для себя. Узнать цену объекта и записаться на просмотр вы можете у меня на сайте, либо написав напрямую в мессенджеры. Ссылки в описании.